А что там происходит? Ввела войска в Казахстан, иначе могут свергнуть. Подвозил на своих «Жигулях» канистры с бензином, чтобы танк очередной поджечь. Как в Украине. Подбили их, недовольства были. Власть прогнилась. Россию пытаются атаковать со всех сторон. Людей довели до самого края. Как и в Украине, нацисты. Революция. 30 лет почти уже терпят. В России много куда войска возят. Люди выражают свое недовольство. Еще одно государство полыхнуло, наше союзное. Пока фактов нет, я не... Соболезную. Если Казахстан просил, то, по дружбе. Заняться нечем. Я не уверен, что это люди вышли. Вышли головорезы. Что думаете о событиях в Казахстане? Да ничего не думаю. Вообще ничего? Вообще ничего. А как относитесь к ведению российских войск? Паршиво. Почему люди вышли на протест? Не могу ничего сказать. Ребята, мы замерзли, идем со школы. В Казахстане. Извините, политикой особо не увлекаюсь. Почему вообще люди вышли на протест? Видимо, что-то в стране неладно. Поэтому решили выйти. А как вы относитесь к ведению российских войск на территории другого государства? Негативно, потому что это их страна. Я считаю, что они должны сами как-то это все решить. Да, ничего не опрашиваюсь. Это их не дело. Почему люди вышли на протест? Не знаю, честно, если честно. Я даже башка не болеет за него. Ой, мы не знаем. Девушка, мы еле-еле душа в теле сегодня. Спасибо большое. Они сами решают. Мне кажется, народ просто уже устал. 30 лет почти уже терпят. Конечно, будет взрыв. Правда, сомнения наводят, что происходят некие убийства, мародеры появились. Это уже эту революцию ставит под сомнение. То есть бархатной она точно уже не будет. Хочу, чтобы поскорее закончилось и народ жил спокойно. Как вы считаете, почему люди все-таки вышли на протест? Люди уже устали терпеть это. Когда-нибудь все равно терпение, не знаю, чаша переполнена уже. И появился какой-то маленький момент уже. Цены на газ повысились. Это просто повод был, и люди уже вышли. Им нужен был повод, и все. В России когда-нибудь повод будет для того, чтобы люди вышли на протест? Ой, честно не знаю. Повод уже был, и не единожды, но пока до такого не дошло, как в Казахстане, чтобы народ прям настолько уже устал. Как вы относитесь к ведению российских войск в Казахстан? Я считаю это правильно, так как появились сомнения, что, возможно, там террористы. А если террористы там, то страну просто могут уничтожить и ничего не останется. Власти Казахстана сказали, что в Казахстане находится 20 тысяч террористов. Как вы считаете, вообще возможно ли прибытие такого числа? Или, возможно, они просто своих граждан называют уже террористами? Знаете, в Казахстане есть и так уже люди, которые... Там есть часть населения, которые исповедуют радикальный ислам. Они могут, те убийства можно списать на их счет. Возможно, государство называет их террористами. Государство может называть террористами мародеров. В принципе, они уничтожают эту страну. Они грабят там банки, грабят магазины, достояние культуры просто уничтожают. Революция. Почему все-таки люди вышли на протест? Я думаю, наверное, из своей политической неграмотности. Понимаете? Поэтому я считаю, что это неправильно. Ходить на протест и менять что-то в своей стране? Вы знаете, можно ведь другими путями менять, а не для того, чтобы убивать людей. Как вы относитесь к ведению российских войск в Казахстан? Положительно. Мы должны помогать. Это наши братья. Что вы думаете о событиях, происходящих в Казахстане? Извините, я не могу сказать. А что там происходит? Нехорошее что-то. Там в какой-то момент в каждой стране случается что-то. Скажите, как вы думаете, а почему люди там вышли на протест? Наверное, накопилось много каких-то негативных эмоций уже. Или, может, нашли какого-то предводителя, не знаю. Как вы относитесь к тому, что Россия ввела войска в Казахстан? Да никак. В России много куда войска вводят. Я согласна, а что мы сделаем? Правительство решило, надо. Скорее всего, в этом есть какой-то смысл. Понятия не имею. Новости не смотрели? Нет, не видел я про Казахстан новостей. Вообще, они уже неделю, у них революция. Не знаю. Как вы считаете, почему люди вышли на протест? Почему люди выходят на протест? Почему люди выходят на протест?
Ну, по разным причинам. У кого что в голове. Как относитесь к тому, что Россия ввела в Казахстан войска? Она ввела? Не знаю ничего об этом. Что вы думаете о событиях, происходящих в Казахстане? А что там происходит? Я не слежу за новостями. Мы тоже не знаем, что там происходит. Почему люди выходят на протест? Хочется им. Ну, надо. Ну, наверное, люди хотят выразить какое-то мнение недовольства. Ну, в принципе, довольно-таки классическая ситуация для стран. У нас есть примеры истории. Как вы относитесь к тому, что Россия ввела в Казахстан свои войска? Она ввела войска. Что она будет с ними делать? Казахстан просил этого? К сожалению. Если Казахстан просил, то, ну, по дружбе, видимо, наверное, очень печально, что против людей принимаются настолько сильные меры. Власть, получается... Ну, я думаю, власть Казахстана, оппозиционеров своих, да, против кыргызов. Ну, понимаете, да, последние новости вот читайте. Там нашего джазового музыканта поймали, сказали то, что за $200 он якобы продался, вот. И сейчас казахские блогеры делятся, кыргызские блогеры делятся. Это два братских народа, как бы. Нет плохой религии, нет плохой нации, есть плохие люди. Почему все-таки народ Казахстана вышел на протест, как считаете? Народ Казахстана, не знаю, власть прогнулась, и из-за этого вышло. Кыргызский народ думал то, что они будут воевать против своих же кыргызских, ну, казахских братьев. И поэтому вот, они сперва не давали согласия, это военные Кыргызстана, вот их цель миротворческая, только миротворческая. И даже хоть народ был против, они отправили. Ничего не... Господи, а где Казахстан? В событиях, происходящих в Казахстане, что думаете? Ну как? Ничего. Как в Украине, то же самое. Почему люди там вышли на протест? Ну, потому что вышли, то, что все очень дорого. Ну, газ же подняли, бензин подняли. А у нас в России чем выше, тем больше радуемся. Почему так происходит? Ну, потому что в России жить просто супер. Как вы относитесь к тому, что Россия ввела в Казахстан войска? Ну, я не слышал, что ввела. По АДКБ, возможно, они ввели, но это не войска. Я не в курсе. Эволюция? Я не знал. Нормальная ситуация. Как вы считаете, почему люди вышли на протест? Плохо живут. Плохо живут. Доходов мало, воруют много. Две проблемы. Казахстан, Россия. Дороги и дураки. Почему Россия не выходит никогда на протест? Сильный лидер. К сожалению, сильный лидер. Там президента нет, подставное лицо у Назарбаева. А у нас, к сожалению, сильный лидер, который задавил всю оппозицию. Как вы относитесь к тому, что Россия ввела в Казахстан войска? Отрицательно. Это аукнется следующим поколением. Не нам, а вот вам аукнется. В Казахстане? Ну, это сложно оценить все-таки, потому что как бы в политике мы не так, конечно, разбираемся, но в любом случае соболезнуем. Конечно, это очень непонятно, но вот мы разбирали на уроках обществознания сегодня эту тему, было сложно понять даже для учителя, что стало такой причиной, что вот так вот сложилось. Но... А как вы думаете, почему люди все-таки выходят на протест на улице? Ну, в любом случае людей, значит, не устраивают какие-то решения как бы правительства. Всегда человек же хочет для себя все самое лучшее, и я считаю это, нормальным. Ну, как бы митинги это не есть хорошо, но когда люди выражают свое недовольство, я считаю это абсолютно нормальным, поскольку, молчать тоже, просто так сидеть и молчать, терпеть что-то люди никогда не будут. И это, в любой стране могло произойти. А вы что? Чего не понимаю? О событиях, происходящих в Казахстане. О событиях, происходящих в Казахстане, что думаете? Не, я еще не думал. Вы знаете, очень отрицательно, что у них там произошло. Вот, мне очень жалко народ, нам достаточно Украины, нам второй Украины не надо. Почему все-таки люди вышли на протест? Вы знаете, их, скорее всего, вывели. Они просто не вышли. Как вы считаете, кто их вывел? Те люди, которым заплатили, скорее всего. Вот, те, которые хотели бы, чтобы еще одно государство полыхнуло, наше союзное.
Ну, как вы считаете, есть у вас какие-то предположения, кто заплатил им, как? Нет, предположений нету, но есть у нас очень много таких людей, которых не все устраивает. Люди выходят из-за бедности, из-за того, что у них не на что. Им проплачивают, и они выходят. Вы считаете, выходить, потому что бедность, коррупция, воровство, разве нельзя? Нет. Дело в том, что коррупция и воровство – это одно. За это органы должны. А если органы такие же коррумпированные и также воруют? Ой, я не думаю, что у них так. Все-таки и может быть, и так быть, но... Как вы относитесь к тому, что Россия ввела в Казахстан войска? Россия не вела ОДКБ. Это у нас совместный договор с ними, вы понимаете? С какого там 2000 года или с 99-го, когда создавалась ОДКБ, если попросят, как всегда, то, так же, как в Сирии. Вот американцев не просили в Сирии, да, а они там стоят. На каком основании? И не уходят же. Ничего не думаю, все нормально, там все нормально, хорошо будет, все сложится, дай бог им здоровья и всего самого наилучшего. Почему люди выходят на протест? Господи, у меня совсем другие мысли, ребята. Извините. Пока фактов нет, я не... Телевизор. Как сказал Исаак Ньютон, гипотез не измышляю. А что, бардак там идет, что там еще? А как вы думаете, а почему люди там вышли на протест? Ну, значит, подбили их, недовольства были какие-то у них. Люди могут выходить и требовать своих прав, там, бороться против чего-то? Ну, должны, ну как, намеренные, конечно, митинги. Россия ввела в Казахстан войска. Конечно, хорошо. Почему? И людям лучше будет там. С российскими войсками? Конечно. Без комментариев. Я не знаю. Почему люди там вышли на протест против власти? Можно и не говорить. Соболезную. Кому? Я не буду говорить. Ничего не думаю. Вот. Как вы считаете, почему люди вообще там вышли на протест? Я не знаю, я не слежу за этим. Ничего не думаю. Я думаю, что они делят власть. Такаев и Назарбаев. Но Такаев победил. Вообще это безобразие. Дают людям спокойно жить. Вот человек, когда родился, ему дано 70, 80, ну, кому-то 90. Я, например, 90 проживу. Дай бог. Человек родился, дайте ему спокойно пожить. Дайте ему реализовать себя в хорошем смысле, конечно. А как вы думаете, почему люди в Казахстане вышли на протест? Ну, здесь вариантов много, можно сказать по этому поводу. Конечно, какое-то влияние каких-то сил я не исключаю. Но искреннее желание человека жить лучше, наверное, вот это один из аргументов, которые повлияли на выход. Он не могут, вот вы помните 93-й год, когда я помню это, когда по Садовому кольцу шло одновременно, причем порядка 20 тысяч человек. Или 91 год, когда я подвозил на своих «Жигулях» канистры с бензином, чтобы танк очередной поджечь. Ну, то есть искреннее желание человека выйти из ситуации, когда ему плохо, это естественно. Те противоправные действия могут организовать те же самые власти, чтобы, так сказать, создать ситуацию, сказать, что вы плохо себя ведете, поэтому мы имеем право применить какие-то экстраординарные меры против вас. Вот здесь, понимаете, много вариантов. Скажите, а как вы относитесь к тому, что Россия ввела в Казахстан войска? Ну, видите, все вроде бы законно, согласно договоренностей между несколькими странами. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Как я отношусь? Ну, плохо. Войска – это всегда плохо. Но танки разве могут идти в город с мирными целями? Это война. Власть без войны, она не может удержаться. Власти всегда нужна война, чтобы отвлечь внимание населения, которое хочет что-то сказать
относительно своей жизни отвлечь внимание. Вот видите, у нас война, мы и так все делаем, чтобы вы хорошо жили. Ничего я не думаю, я и не смотрю нигде. Идиотизм очередной. Чей? Скорее всего, с народа. Почему вообще люди вышли на протест? Заняться нечем. А как вы относитесь к введению российских войск в Казахстан? А вот это вот зря. Ничего не думаю. Так, не очень хорошо думаю. Почему люди там вышли на улицы, на протесты? Ну, из-за того, что газ подорожал в 2 раза. Но я не уверена, что это люди вышли. Я думаю, что это засланные просто какие-то. Так много засланных людей можно заслать в страну, там сотни тысяч. Ну, возможно, да, из-за того, что газ подорожал. Ну, а сейчас же как бы вернули обратно. Может ли быть такое, что какие-то люди извне, из других стран приедут и будут бойкотировать, что в другой стране газ повысился? Да, я думаю, что могут. Если честно, там все плохо. Правительству нужно что-то делать, правительству Казахстана, а иначе могут свергнуть. Кого? Кого? Президента. А почему люди там вышли на протест? Им не понравилась цена на газ. И может быть, я в этом не уверен, но может быть, кто-то еще из-за границы поддерживает этих протестующих. Как вы относитесь к введению российских войск на территорию Казахстана? Я считаю, что Россия правильно поступила, что ввела войска в Казахстан. Нужно помочь. Ну, жалко людей в первую очередь, потому что, что бы там ни происходило, в любом случае, людям, конечно, от этого не сладко. Вот так и думаю. Как вы считаете, почему вообще люди вышли на протесты против своей власти? У них были, наверное, причины, мне так кажется, что это, возможно, только просто послужило последним толчком, там, повышение и так далее. Мы, может быть, здесь таких вещей не замечаем, а там, возможно, это очень актуально. Поэтому я думаю, что, может быть, там просто копилось что-то очень долго. Россия ввела в Казахстан войска свои. Ну, если учесть, что это содружественные страны, то есть содружество ОДКБ, да, то есть и если правительство попросило помощи, то почему такого рода государство не может помочь? Ну, беспорядки все равно это плохо в любом случае. Такого рода вещи, как мародерство, как погромы, это все равно очень плохо. Это надо устранять. Если сами не могут справиться, то значит пусть помогают соседи. Чем вся эта ситуация и история закончится? Ой, ну кто же знает, чем это закончится. Хотелось бы, чтобы было поменьше каких-либо жертв, вот, и чтобы, опять же, это меньше всего касалось людей. Ужасно. Почему люди там вышли на улицу? У меня такое впечатление, что это провокация. От кого? Потому что Россию пытаются атаковать со всех сторон. Ведь Украина, Белоруссия, Казахстан – это бывшее постсоветское пространство. Вы думаете, кто сделал? Из-за подорожания бензина. Как вы думаете, кто сделал эту провокацию? Ну, если там такое количество оружия было на руках, и какая-то организация присутствовала. Там был репортаж по телевидению, когда просто арсенал, там, магазин оружейный, просто все оружие унесли. Значит, у них была какая-то целевая установка его использовать. Скажите, как вы относитесь к введению российских войск в Казахстан? Ну, поскольку существует ОДКБ и существуют взаимные договоренности по обеспечению безопасности, то это нормально. Думаю, что разборки внутренние, но, конечно, не без вмешательства извне. Как вы считаете, кто извне мог вмешаться в дела Казахстана? Вы не знаете, она не вводила войска в Казахстан. Плохо, думаю. Почему там люди вышли на улицы? Так же, как и в Украине, нацисты. Натуральные радикалы. Да. Нормальные люди, они этим заниматься не будут. Если людям просто надоела их власть, их правительство, бесконечное коррумпирование. Да бросьте вы глупостью заниматься. Из-за этого, из-за газа, что ли, там подняли. Ну, можно было уладить мирно. К введению российских войск в Казахстан. Ну, чтоб людей не убивали, конечно, положительно. Отправили бы своих детей и внуков? Ну, если это нужно было бы, да. Дурь. Чья? Отстаньте, девушка. Находящая ситуация в Казахстане, что вы думаете? Не знаю, что думать. Почему вообще люди там вышли на протест против их власти? Наверное, жить плохо. Стал недовольны, вот и вышли. А что там уж дальше, не знаю. Как вы относитесь к введению российских войск на территорию Казахстана? Положительно. А своих детей и внуков отправили бы? Ну, а что не отправить? Если в армии служат, значит, отправятся. Так новости я вообще не смотрю особо. Ну, как плохо, наверное, все.
Скажите, а почему все-таки люди там вышли на протест, как считаете? Я не знаю, тут трудно сказать. Политика, наверное, какая-то там замешана, может быть. А чем все закончится? Да все нормально, наверное, будет. Наш спецназ войдет, и все там все нормально, все сделает. Как вы относитесь к тому, что вот российские войска вошли в Казахстан? Ну, в принципе, нормально. А своих детей и внуков отправили бы? Не знаю, трудный вопрос. Трудно сказать. Ужасно, думаю, все это. Ужасно просто. А как вы считаете, почему там вообще люди вышли на Там улицу? не люди вышли, там вышли головорезы. Там не люди вышли, там вышли головорезы. Вот так и 100 тысяч головорезов. Откуда там взялись? извне, плюс свои. Вы относитесь к ведению российских войск в Казахстане? Очень. Это не российские войска. Это войска Объединенного коллективной безопасности. ОДКБ. Войска ОДКБ. Своих детей и внуков отправили бы в составе этих войск? Обязательно отправил бы. Обязательно. Для того, чтобы у нас здесь не было такого. Думаю, что все очень плохо, и мы идем таким же путем. А как вы думаете, почему там все-таки люди вышли на улицы? Потому что людей довели до самого края. И когда уже тебе деваться некуда, других выходов государство не оставляет, решение какими-либо другими путями невозможно. Поэтому остается единственный выход – брать вилы и выходить на улицу. Как вы относитесь к тому, что Россия ввела в Казахстан войска? Отрицательно. Это в нарушение существующей Конституции было все сделано. Почему-то в других ситуациях не вводили войска, здесь по каким-то причинам решили. Я просто думаю, что один царек защищает другого. Вы думаете, когда это все закончится? Я думаю, что уже скоро. Потому что сейчас ведут эти кода, народ окончательно взбесится и, скорее всего, по казахстанскому варианту пойдут на улицу.